Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня на обзоре интересный терморегулятор TC-TE09L Wi-Fi от компании TEOC. Это программируемый терморегулятор, который можно управлять как без подключения к интернету, так и через интернет и в составе умного дома. Этот терморегулятор имеет такой приятный дизайн с белой рамкой. Также есть вариант дизайна с черной рамкой. Выбирайте тот вариант, который нравится именно вам. Терморегулятор применяется для регулирования температуры помещения с помощью теплых полов и другого нагревательного оборудования. Ссылку на магазин, где я заказал терморегулятор, я оставил в описании. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. В ролике рассмотрим, как терморегулятор установить, подключить, настроить, а также как им управлять через мобильное приложение, так и без него. Подключаем терморегулятор. Провода фиксируются винтовыми зажимами. В первой клемме подключаем фазу, ко второй 0. Правильности подключения фазы нуля следует уделить особое внимание, иначе будет прерываться 0 и теплый пол будет постоянно находиться под фазой. К третьей и четвертой подключаем теплый пол или управление водным теплым полом. К шестой и седьмой подключается внешний датчик температуры. Датчик со шнуром 3 метра входит в комплект. Но подойдет и другой датчик на 10 кОм, если он подведен к месту установки. Перед запуском внимательно проверьте правильность подключения проводов и степень их зажатия. Неправильное подключение может привести к выходу терморегулятора из строя. Устанавливается данный терморегулятор легко. Дисплей снимается с помощью плоской отвертки. Тут находятся отверстия, чтобы закрепить терморегулятор саморезами к подрозетнику. Первый, второй. Собирается данный терморегулятор в обратной последовательности. Крепим вначале вверх, а потом защелкиваем вниз. Терморегулятор собран. В подрозетнике терморегулятор занимает 3,5 см. А глубина стандартного подрозетника 4 см. Поэтому я рекомендую подводящие провода внутри подрозетника заранее уложить, чтобы они не мешали установке, или использовать углубленный подрозетник. Терморегулятор имеет большой черный экран с 5 сенсорными кнопками снизу. Отображение информации на экране хорошо продумано и смотрится довольно эффектно. Информация хорошо видна, если смотреть на экран сверху или прямо, практически под любым углом. Экран большой, размером 8,5 на 8,5 см, поэтому он не подходит для встраивания в блоки с другими розетками. Стандартные рамки 8 на 8 см. На экране защитная пленка, которую можно снять сразу после ремонта. Я ее сниму сейчас. Данный терморегулятор позволяет коммутировать активную нагрузку до 3,5 кВт и регулировать температуру от 5 до 45 градусов. Есть возможность повысить верхний уровень регулировки до 95 градусов. Температура помещения для установки терморегулятора должна быть в пределах от минус 5 до 50 градусов. Следует избегать для установки терморегулятора влажных помещений и мест, где возможно попадание брызг воды на терморегулятор. Все настройки запоминаются в энергонезависимой памяти прибора. В случае отключения электроэнергии регулятор включается в режим, что был до отключения. При отключении интернета он работает по заданной ранее программе. При подключении он синхронизируется с приложением. Управлять данным терморегулятором удобнее через интернет. Давайте для этого установим приложение Smart Life.
Подойдут и другие приложения, которые работают с умным домом по системе Tuya Smart. Набираем Smart Life в поиске Google Play. Выбираем данное приложение, устанавливаем и в нем регистрируемся. У вас будет кнопка «Установить», у меня «Открыть», так как оно уже установлено. Если вы уже пользуетесь умным домом, то, возможно, вы сможете этот терморегулятор к нему подключить. Открываем приложение. Установка терморегулятора в приложении достаточно проста. Включаем на телефоне Bluetooth и Wi-Fi, выключаем терморегулятор и удерживаем эту кнопку. У нас отображается значок Wi-Fi и такая анимация. В приложении нажимаем плюс «Добавить устройство». Вот у нас приложение нашла терморегулятор. Нажимаем, заполняем данные сети Wi-Fi, в которой будет работать терморегулятор. Ждем, пока терморегулятор установится. Терморегулятор установлен. Нажимаем «Завершено». Иногда не получается подключить терморегулятор автоматически. Тогда его можно подключить вручную. Нажимаем плюс, добавить устройство. Выбираем другое Wi-Fi. Задаем параметры домашней сети. Далее. Нажимаем «Убедитесь, что индикатор мигает», и затем приложение найдет данный терморегулятор. У меня он установлен, поэтому этот шаг пропускаем. Вот мы вошли в настройки терморегулятора. И обращаю внимание, что терморегулятор узнал из интернета время, день недели, влажность на улице. Также отображается, что сейчас ясно. В случае дождя тут отображается облако с дождем. Терморегулятор появляется на главном экране приложения. Нажимаем на него. Так выглядит управление терморегулятором дистанционно. Вверху мы можем поменять название на более удобное. Нажимаем карандашик. Мы можем переименовать и задать расположение терморегулятора, если мы уже задали комнаты. Ниже мы можем вручную задать температуру пола. Вот я задал 32 градуса, и у нас теплый пол включился. Вот я уменьшил. У нас теплый пол выключился. Чуть ниже отображается температура датчика. То, что у нас включен или выключен теплый пол. Еще ниже мы можем переключиться или в ручной режим, или автоматический режим. Дальше мы можем включить блокировку от детей. Как видите, тут отображается замок. При попытке нажать клавиши у нас кроме писка ничего не происходит. Выключаем. Включаем дополнительные настройки. Режим антифриз – это фактически режим антизамерзания. Регулятор включит полы, если температура датчика упадет ниже 5 градусов, даже если обогрев не включен. Это позволяет предотвратить заморозку помещения. Этот режим я оставлю. Дальше еженедельная программа. Настройка автоматического режима работы. Выбираем количество рабочих и выходных дней. 5 плюс 2, 6 плюс 1 или все дни рабочие. Я оставляю 5 плюс 2. Далее настраиваем работу автоматической программы в рабочие дни. Тут все наглядно. 6 периодов и каждый подписан. Подрегулируем первый период. Нажимаем стрелку. Тут мы можем подрегулировать время начала, а также температуру, которая будет поддерживаться. Также настраиваем программу на конец недели, то есть выходные дни. Выходим. Далее настройка подсветки в режиме ожидания. Я на время записи ролика поставил 100%. Обычно я ставлю на 50%. Мне нравится, чтобы дисплей светился даже в режиме ожидания. Можно на ночь дисплей выключать, включив эту функцию. Тут настраиваем время начала и конца отключения дисплея. Выходим. Далее мы можем подкорректировать показания датчика температуры, если это необходимо.
корректируется текущий датчик, который выбран в настройках. Сам же датчик можно выбрать в настройках самого терморегулятора. Об этом поговорим позже. Выходим из расширенных настроек. Далее мы можем посмотреть статистику по дням и месяцам, выключить терморегулятор и включить. Благодаря приложению «Умный дом» мы можем согласовать работу теплого пола с другими элементами умного дома и создать общие сценарии. А также можно подключить голосовое управление через Алису или Марусю. Но это уже тема других роликов. Не забудьте подписаться. Давайте рассмотрим, как управлять терморегулятором без приложения. Данной кнопкой можно переключать режимы работы терморегулятора. Вот ручной режим и автоматический. Включим ручной режим. Об этом говорит значок в виде руки на дисплее. В этом режиме регулятор поддерживает долгое время заданную температуру. Слева отображается температура датчика, справа отображается значение температуры, которая контролируется терморегулятором. Если температура датчика ниже, то включается обогрев. При превышении выключается. Поддерживаемую температуру мы можем регулировать клавишами вверх-вниз. При включении обогрева на полу домика показан включенный пол. Сейчас уменьшим температуру. Поддерживаемая температура становится ниже температуры окружающей среды, и терморегулятор выключает обогрев, и значок подогрева пола пропадает. В терморегуляторе есть защита от детей. Если кнопки вверх-вниз удерживать некоторое время, то включается блокировка клавиатуры и загорается такой значок в виде замка. Опять удерживаем некоторое время, блокировка отключается и значок пропадает. Выключить и включить терморегулятор можно данной кнопкой. Кратковременное нажатие этой кнопки включает режим энергосбережения. Нагрев пола при этом не превышает 18 градусов. Нажимаем еще раз и этот режим выключаем. Если удерживать эту кнопку, то входим в режим настройки часов. Вот настраиваем часы, минуты. Мы можем клавишей вверх-вниз подрегулировать. Можем настроить день недели. Для перехода в программный режим нажимаем эту кнопку. И у нас загорелись часики. При этом день делится на промежутки. И здесь отображаются значки, символизирующие, в каком интервале находится данный терморегулятор. Для каждого промежутка свои настройки. Справа отображается температура, которая поддерживается в данный промежуток времени. Для буднего дня 6 промежутков, для выходного 2. Тут пример настройки терморегулятора в автоматическом режиме. Вот настройки для буднего дня. Первое – пробуждение. Второе – уход на работу. Третье – приход на обед. Четвертое – уход с обеда на работу. Пятое – приход с работы. Шестое – ночной сон. Для выходных всего 2 режима – день и ночь. Время начала промежутка и поддерживаемую температуру следует настроить под свои нужды. Длительно удерживаем М и входим в режим настройки автоматического режима. Настраиваем минуты, потом часы, потом температуру в данный промежуток времени. Так настраиваем все временные промежутки. Тут отображается значок данного промежутка. Здесь дни недели, в которых данный промежуток настраивается. Последовательно программируем будние и выходные дни. У нас с режима терморегулятор вышел автоматически, или мы можем выйти принудительно, нажав кнопку «Сеть». Если у нас работает автоматический режим, но нам нужна другая температура, то мы можем кнопками вверх-вниз подрегулировать данную температуру. При этом отображается одновременно рука и часики.
Настроенное значение температуры будет действовать до начала следующего временного промежутка программы терморегулятора. Далее терморегулятор перейдет в автоматический режим. Чтобы получить больше возможностей от терморегулятора, нужно перейти в режим «Расширенные настройки». Для этого выключаем терморегулятор и включаем его, удерживая клавишу М. Первый пункт не используется, и я не рекомендую его трогать. Следующим пунктом мы можем подрегулировать показания датчика температуры, если это необходимо. Нажимаем, выбираем датчик. По умолчанию стоит встроенный датчик. Мы можем поменять на внешний датчик или включить оба датчика сразу. Оставляем встроенный датчик. В данный момент у меня внешний датчик не подключен. Для работы с теплым полом я рекомендую включать внешний датчик Out. Следующий пункт – защита от перегрева. Настраивается от 5 до 60 градусов. Оставляем установку по умолчанию 35 градусов. Следующий пункт – гистерезис. Оставляем 1 градус. Далее защита от замерзания. Я его в приложении включил. Далее переключение количества рабочих и выходных дней. По умолчанию 5 рабочих и 2 выходных. Мы можем установить 6 рабочих, 1 выходной или все 7 рабочих дней. Оставляем 5 плюс 2. Далее задержка включения. Ее не рекомендуется трогать, она не позволяет включать пол чаще заданного интервала. Далее максимальная температура. Ее можно отрегулировать от 5 до 95 градусов, если это необходимо. Далее сброс на заводские настройки. Для этого нужно удерживать клавишу вверх более 5 секунд. Я сброс делать не буду. Далее настройки переключаются по кругу. Включаем терморегулятор и переходим в рабочий режим. Делаем выводы. Стоит отметить универсальность и многофункциональность данного терморегулятора от TEOC. Можно вначале его установить как обычный программируемый терморегулятор, позже подключить к приложению на смартфоне и управлять им дистанционно. Следующим шагом можно его внедрить в систему умного дома. Он имеет довольно красивый дизайн и впишется практически в любой интерьер. Но стоит учитывать, что под этот терморегулятор нужно ставить отдельный подрозетник. Данный терморегулятор полезен, когда твой график жизни укладывается в недельный режим, и данный график почти не меняется. При смене графика или включаешь терморегулятор в ручной режим, или его перепрограммируешь. Причем перепрограммировать или управлять им можно дистанционно. Ссылку на данный терморегулятор я оставил в описании. Поделитесь видео с друзьями, для которых эта тема актуальна. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. Свои вопросы и свой опыт работы с этим терморегулятором пишите в комментариях. До встречи в новых и старых видео.